что она нежная мечта миллионов или женщина, что скрывает боль за своей улыбкой. Почему актриса, завоевавшая сердце в «Вишневом сезоне», вдруг исчезла с экранов? Была ли в ее жизни утрата, которую она так и не озвучила? А может, любовь с коллегой по сериалу стала причиной всего? Сегодня ты узнаешь то, что долго оставалось за кадром. Не пропусти ни одной минуты, все самое важное начинается прямо сейчас. Будущая звезда турецких сериалов Азге Гюрель появилась на свет в один из зимних дней 5 февраля 1987 года. Родиной для нее стал многоликий Стамбул-город, где пересекаются не только континенты, но и судьбы. Она выросла в районе под названием Селиври, что расположен в европейской части города. Именно там прошли ее детские годы. Семья Азге – необычное сочетание культур. Ее отец по национальности черкес, народ с древними горскими традициями, известный своим упорством и достоинством. Мать же родом из города Салоники, ныне часть Греции, но в прошлом территория Османской империи. Таким образом, по материнской линии Азге имеет турецко-греческие корни. Это многонациональное происхождение дало ей не только выразительную внешность, но и богатую внутреннюю чувствительность. С детства она отличалась мечтательностью и живым воображением. Родители старались дать ей лучшее воспитание, при этом не толкая ее в заранее выбранную профессию. Азге не росла в актерской семье, среди съемок или театров ее путь в мир кино начался гораздо позже, и к этому она пришла самостоятельно. Но именно спокойное и многогранное детство в Селивре, в окружении разных культур и семейного тепла, заложило основу той глубины, которую зрители позже увидят в ее героинях. Сначала Азге выбрала путь, далекий от сцены. Она поступила в частный университет в Стамбуле, где изучала международную торговлю. Все шло по плану, но внутри росло ощущение, что это не ее дорога. Однажды она просто остановилась. Сказала себе правду, сердце ее принадлежит не цифрам, а чувствам. Она бросила учебу, несмотря на риски и давление. Многие считали это безумием. Но она пошла на курсы актерского мастерства, начало с нуля, без связей, без известной фамилии. С первых дней на сцене она не играла, она проживала. Именно это и стало ее силой. Не профессия, а призвание. Так начался путь женщины, которая выбрала мечту, когда все вокруг выбирали стабильность. Настоящий поворот в ее судьбе случился в 2014 году. Азге получила главную роль в сериале «Вишневый сезон». Ее героиня, простая девушка с большими мечтами, покорила зрителей. Но дело было не только в сценарии. В ней была искренность. Чистый взгляд. Такая естественность, что зрители перестали видеть актрису, они видели себя. И в Турции, и далеко за ее пределами. Особенно тепло ее приняли в Италии, где сериал стал настоящим феноменом. После этого роли посыпались одна за другой. Она не просто появилась на экране, она запомнилась. И не как очередная красавица из мелодрам, а как актриса, умеющая передать боль, надежду, любовь, все это через молчание, взгляд, паузу. Так родилась звезда. Без скандалов. Без дешевой славы. Только через талант и правду. В сериале «Вишневый сезон» ее партнером стал актер Серкан Чейглу. На экране между их героями вспыхнула любовь искренняя, трепетная, будто из сказки. Но никто не ожидал, что это чувство выйдет за пределы съемочной площадки. Их отношения начались без громких заявлений. Они не бегали по студиям, не устраивали публичных признаний. Все было тихо. Чисто. Настоящее. Многие не верили, что они вместе слишком идеально смотрелись. А ведь они просто бережно охраняли свое счастье. Прошли годы. Были и слухи о расставаниях, и паузы, и редкие появления вместе. Но в 2022 году они все расставили на свои места. Сначала скромная свадьба в Германии среди самых близких. А потом красивая церемония в итальянском городе Верона, словно дань их сказки о любви. Они не строят показного брака. Вместо этого поддержка, уважение, совместные проекты.
Они идут рядом не ради камер, а потому что нашли друг в друге не только партнера, но и друга, и опору. Для Сге любовь – это не игра, а тихий, глубокий дом, где можно быть собой. И именно такая любовь стала ее самой сильной ролью в жизни. В жизни Азге Гюрель было немало светлых моментов. Но даже за самой ясной улыбкой может скрываться боль, о которой не говорят вслух. Достоверно известно, что ее отец Эрджумент Гюрель ушел из жизни. Когда именно это произошло и при каких обстоятельствах, актриса никогда открыто не рассказывала. Но в интервью чувствовалось, его утрата стала для нее тяжелым ударом. Именно он был ее поддержкой в юности и человеком, который верил в нее еще до того, как она поверила в себя. О болезнях самой Азге также нет открытой информации. Она редко делится личным, особенно когда дело касается боли. Нет данных о серьезных диагнозах или травмах, но известно, что она не раз делала перерывы в карьере, чтобы восстановиться морально. Она тонкая натура, и любые удары судьбы пропускает глубоко через себя. Актриса не участвовала в публичных конфликтах, не искала драмы. Но именно это молчание говорит громче скандалов, за ним скрывается женщина, которая многое перенесла, но не превратилась в жертву. Она выбрала путь внутренней силы. И пошла дальше. Азге Гюрель никогда не стремилась быть такой, как все. Она не строит из себя звезду, не гонится за модой и не живет ради лайков. В ней нет фальши. Она остается собой, и именно это притягивает к ней людей. В одном из интервью, когда ее спросили о женственности, она ответила просто: «Сексуальность – это не одежда, не макияж и не поза. Это внутреннее состояние. Уверенность. Чистота. Настроение. Это тишина, в которой слышно сердце». Такие слова говорит не актриса, а женщина, познавшая себя. Азге любит тишину. Искренние разговоры. Она редко посещает шумные мероприятия и почти не ведет бурную светскую жизнь. Ей ближе прогулки с любимым, чтение книг, уютные вечера дома и путешествия туда, где можно просто быть без масок. Она не любит, когда ее расспрашивают о семье. Никогда не показывает родителей, не выставляет их в соцсетях. Это не потому, что стыдится, а потому, что оберегает. Для нее семья – это святое. То, что не должно становиться частью шоу. В глубине души Азге интроверт. Но тот, кто услышит ее без камер, увидит, она мудра, наблюдательна и честна. Такая женщина не нуждается в громких ролях, чтобы быть великой. Ее настоящая роль – быть собой. И она играет ее безупречно. После свадьбы Азге Гюрель как будто растворилась. Многие поклонники заметили, она стала реже появляться в сериалах, ее не видно на больших экранах, исчезли интервью и громкие премьеры. Вопрос повис в воздухе, куда она пропала. Но ответ оказался прост и тих. Азге не исчезла, она выбрала себя. После многих лет напряженной работы, бесконечных съемок и образов, в которых приходилось теряться, она решила дышать. Не карьерой, а любовью, покоем, временем, которое можно прожить, а не просто пережить. Она не ушла из кино навсегда. Просто перестала гнаться за вниманием. Вместо того, чтобы браться за каждую роль, она стала выбирать. Снимается в проектах, где чувствует искренность, а не только бюджет. А еще путешествует, живет между Германией, Турцией и Италией. Там, где солнце, и где она может быть женщиной, а не брендом. Так Азге Гюрель стала редкостью. Но редкость – это не потеря. Это уважение к себе. И когда она возвращается на экран, ее ждут. Потому что такие, как она, не становятся частью потока. Они особенные. Даже в молчании. Сегодня Азге Гюрель не просто актриса, а женщина, которая осознанно выстроила свою жизнь вдали от шума и суеты. Вместе с мужем, Серканом Чейглу, она живет между 3 странами – Турцией, Германией и Италией. Для них границы не препятствия, а возможность жить свободно, дышать полной грудью и творить там, где чувствует вдохновение. Она не стремится к постоянной славе.
Ее больше привлекают проекты с душой. В 2022 году она снялась в сериале «Мечты и жизни», а затем в шпионской драме «Сипахи», где снова проявила свою силу и внутреннюю дисциплину. В 2024 вышел фильм «Разметанное время», а в этом году она готовится к участию в новом сериале «Черный берет». Она не устала от актерства, просто научилась не жертвовать собой ради съемок. Ее лицо реже в новостях, но когда она появляется, это не промелькнувшая тень, а возвращение настоящей. Женщины, которая не потерялась в профессии, а обрела в ней зрелость. Сейчас Азге живет в тишине, которую выбрала сама. В этой тишине любовь, творчество, уважение к прошлому и готовность к будущему. Она не ушла. Она рядом. Просто стала тем, кто появляется не тогда, когда нужно другим, а тогда, когда готова сама. Спасибо, что были с нами до самого конца. История Азге Гюрель – это напоминание каждому из нас. Иногда самое смелое решение – выбрать тишину. Иногда настоящая сила в умении уйти со сцены, чтобы вернуться к себе. Она не стала жертвой славы. Она осталась собой. Если тебя тронула ее история, поставь лайк, подпишись и поделись этим видео с теми, кто тоже верит в искренность. А если хочешь, чтобы мы рассказали правду о других звездах, чья судьба – это не только свет софитов, напиши имя в комментариях, и мы обязательно сделаем следующий выпуск.